Предположим, что у нас имеется некий алгоритм, и он в принципе неплохо справляется со своими задачами. Но что если мы хотим улучшить точность предсказаний наших алгоритмов? Для этого будут использоваться дополнительные, более продвинутые методы. В этом курсе мы рассмотрим ансамбли, бэггинг и случайный лес. Под ансамблями подразумевается, что мы будем использовать совокупность из нескольких разных моделей для решения одной и той же задачи, чтобы улучшить точность предсказания. Использование ансамблей в машинном обучении строится на теореме Кондорсе о жюри присяжных, которая была опубликована еще в XVIII веке. В соответствии с этой теоремой, если у нас имеется жюри присяжных, и каждый из членов жюри имеет независимое от других мнение, то есть их ответы независимы, и вероятность принятия правильного решения каждого члена жюри больше 50%, то тогда вероятность принятия правильного решения всеми присяжными в целом будет стремиться к 100% по мере увеличения количества членов жюри. То же самое действует и в обратном случае. Если вероятность принятия ими правильного решения меньше 50%, то при увеличении количества присяжных вероятность принятия правильного решения будет стремиться к нулю. Еще одним показательным примером является так называемый пример «мудрость толпы». В 1906 году в городе Плимут проходила ярмарка, на которой проходило в том числе и много разных увеселительных мероприятий. И на одном из таких мероприятий 800 человек приняли участие в конкурсе на отгадывание веса бычка. И хотя ни один посетитель выставки не смог угадать точного веса быка, однако статистик Фрэнсис Гальтон, который также присутствовал на выставке, высчитал, что средняя арифметическая всех предположений отличалась менее чем на 1% от реального веса. Бык весил 1207 фунтов, а средняя арифметическая получилась 1198. То есть, даже если один человек не может дать правильный ответ, то если собрать данные от множества людей и усреднить их, то получается очень даже хороший и близкий к истинному результат. Мудрость толпы применяется сегодня во многих отраслях. Например, помощь зала в игре «Кто хочет стать миллионером», и даже создание Википедии или ответов на Yahoo и других веб-сайтах базируется на информации, которую предоставляет большое количество пользователей. И если посчитать, что большинство пользователей предоставляют правдивую информацию, то с каждым новым пользователем достоверность будет все повышаться и качество информации будет улучшаться. Так вот, эту теорему Кондорсе о жюри присяжных и идею о мудрости толпы решили применить и в машинном обучении для улучшения точности алгоритмов. Предположим, у нас есть несколько алгоритмов. Мы знаем, что один алгоритм ошибается на этом отрезке данных, а другой ошибается на другом отрезке. То при смешении результатов друг с другом их совокупная ошибка будет падать, потому что они компенсируют друг друга. Таким образом, при использовании метода ансамбля совокупный результат нескольких моделей практически всегда лучше в том, что касается точности предсказания, по сравнению с использованием только одной модели. Представим еще один пример. Есть такая притча о группе слепых людей и слоне. В этой притче нескольким слепым людям дают потрогать слона. Кто-то трогает его уши, кто-то берет его хобот, кто-то дотрагивается до его хвоста или бивней. Для каждого из этих людей слон будет иметь разные представления. Однако, если объединить высказывания их всех, то получится очень даже полноценное представление о том, как выглядит слон. Это и есть пример ансамбля, когда с помощью нескольких моделей мы делаем точность нашего предсказания лучше. Ансамбли могут строиться по-разному. Самые простые способы – это комитет большинства, выбор среднего и выбор взвешенного среднего. Комитет большинства означает, что мы выбираем то значение из всех моделей, которое встречается наиболее чаще. Возьмем следующий пример. Предположим, мы хотим купить новый телефон. Мы выбираем между американскими, китайскими и корейскими моделями. Если бы мы не использовали метод ансамбля, мы бы, например, пришли в магазин, спросили у продавца-консультанта, что он порекомендует, и взяли бы эту модель. Если же мы используем ансамбль, то перед выбором покупки мы проведем сначала опрос у разных людей, у наших друзей и коллег, посмотрим отзывы пользователей в интернете, обзоры моделей на YouTube и рекомендации экспертов. Если мы выбираем способ комитет большинства, то в таком случае мы выберем ту модель телефона, за которую проголосовало простое большинство людей. Следующий способ – это выбор среднего. Предположим, у нас есть портал кинофильмов, и каждому фильму мы присваиваем оценку от 1 до 10. Все пользователи, кто посмотрел фильм, ставят свою оценку, и далее мы выводим среднюю оценку на основе всех этих данных. Например, 2 человека поставили оценку 7, 6 человек поставили оценку 8, 12 человек оценку 9 и 9 человек поставили максимальную оценку. В итоге получается средняя оценка 8,96. И следующий способ – выбор взвешенного среднего. Опять же возьмем пример с оцениванием кинофильмов. Здесь разным группам зрителей мы можем дать разные веса. Например, профессиональные кинокритики получают вес 1, пользователи, которые на платформе уже давно, получают вес 0,75,
а пользователи, которые зарегистрировались только недавно, получают вес 0,5. Далее мы вводим взвешенную среднюю из их оценок. И таким образом получаем более качественную оценку, так как предполагается, что кинокритики и киноманы лучше разбираются в фильмах. Немного более продвинутые ансамблевые методы классификации – это бэггинг, бустинг, случайные леса и стейкинг. Бэггинг – это сокращенно от английского названия Bootstrap Aggregation. Предположим, у нас имеется большой набор данных или датасет. Мы начинаем в произвольном порядке вытаскивать из этого набора объекты и делать из них более мелкие датасеты. В итоге мы получаем несколько новых датасетов, которые по своей структуре будут очень сильно похожи на наш изначальный датасет, но в то же время будут немного отличаться. Некоторые объекты будут встречаться в нескольких новых датасетах, то есть они будут пересекаться, и это нормально. И далее мы будем обучать наши алгоритмы уже на этих новых наборах данных, таким образом улучшая нашу точность. Предположим, мы фармацевтическая компания, и у нас имеются данные о 10 тысячах пациентах и их реакции на новый препарат, который мы изобрели. Для некоторых из пациентов он подходит очень хорошо, для других он не действует вовсе. У нас имеется дерево решений, и обучив наш алгоритм, мы получаем модель, которая выдает правильное решение в 75% случаях. Это, конечно, неплохо, но все-таки 25% ошибок – это достаточно большой разброс. Поэтому мы разбиваем наш датасет о пациентах на несколько более мелких датасетов, например, чтобы в каждом было по 2000 пациентов. И потом тренируем наши алгоритмы уже на каждом новом датасете. И далее мы агрегируем полученные алгоритмы и усредняем их в конечную модель, которая теперь будет выдавать правильное решение уже в более чем 80% случаях. Бэггинг, как правило, используют, когда высока дисперсия ошибки базового метода. Бэггинг также полезно использовать в случаях, когда изначальная выборка не такая большая, и в связи с этим мы создаем много случайных выборок из исходной выборки. Хотя элементы в таких подвыборках могут дублироваться, как правило, результаты после агрегации результатов оказываются точнее, чем если бы мы брали только изначальную выборку и обучали алгоритм по ней. Алгоритмы случайного леса используются в задачах машинного обучения очень часто, причем они могут применяться в самом широком спектре задач – задачах кластеризации, регрессии и классификации. Случайный лес строится примерно так же, как и бэггинг, но это его немного усложненная версия. Сходство с бэггингом заключается в том, что мы из нашего большого набора данных или выборки делаем несколько подвыборок. Различие заключается в том, что в бэггинге при построении алгоритмов мы используем все признаки, а в случайном лесу мы случайным образом выбираем только несколько признаков, на основе которых мы будем строить каждое отдельное дерево. У нас был пример с фармацевтической компанией, где нам надо было понять, будет ли иметь какой-то эффект наш новый медицинский препарат на людей с разными признаками, в частности возраст, пол, уровень холестерина и давления. В бэггинге мы делали подвыборки и для каждой подвыборки строили дерево решений, основываясь на всех признаках. В случайном лесу мы также будем делать подвыборки, но кроме этого в каждой подвыборке мы будем случайным образом брать только отдельные признаки, например, только пол и возраст или возраст и уровень холестерина. Далее, как обычно, мы будем агрегировать наши результаты и получим еще большую точность предсказаний наших алгоритмов. В задаче классификации нашу финальную модель мы будем выбирать комитетом большинства, а в задачах регрессии мы будем использовать среднеарифметическое. Но у случайных лесов есть существенный недостаток. Интерпретация прогнозов становится очень трудной, потому что у нас имеется много деревьев разной глубины. В каждом дереве используются разные сочетания признаков. И поэтому в случае, когда нужна прозрачность принятия решений, случайный лес практически не используется. Например, при кредитном скоринге, когда банки принимают решение о выдаче кредита. В таком случае мы должны знать, почему наша модель приняла решение о выдаче кредита или нет, а при употреблении случайного леса это становится непонятным. Таким образом, случайный лес – это как черный ящик. Он очень хорошо прогнозирует, но практически ничего не объясняет. То есть непонятно, на какой основе строятся эти прогнозы. Однако для задач, где нужна высокая точность предсказания, случайный лес – это один из основных алгоритмов. Предсказывать будущее – неблагодарное дело, и, как правило, если заглядывать совсем далеко вперед, то все оказывается не так, как мы ожидали, потому что появляются совсем другие технологии, о которых сейчас мы даже не знаем. Поэтому хотелось бы сосредоточиться на ближнесрочной и среднесрочной перспективе развития искусственного интеллекта,
Возьмем, к примеру, ближайшие 5-20 лет. И будем основывать свои прогнозы развития искусственного интеллекта на том, что уже начинает происходить в этой области. Во-первых, искусственный интеллект проникнет практически в каждую отрасль нашей жизни. Уже сегодня технологии машинного обучения и искусственного интеллекта используются практически в любой отрасли, пусть и не повсеместно, но по крайней мере крупными компаниями в своей области, или же наоборот стартапами, которые задают новые тренды. Помните, раньше сайты могли создавать только программисты, используя языки программирования HTML, CSS, Java и другие. Сейчас же имеется большое количество конструкторов для обычных людей, где любой может создать свой сайт за несколько минут, используя различные шаблоны и нужную ему кастомизацию. И для этого совсем не надо владеть языками программирования. То же самое будет и с искусственным интеллектом. Будут созданы специальные автоматические конструкторы, которые помогут любому внедрить технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных сетей, не зная, как программировать. Не надо будет знать Python или другие языки, которые сейчас используются для этого. Достаточно будет сказать, что вам надо, и компьютер сам выберет подходящую модель и подберет необходимые данные. Естественно, это будет за определенную плату, потому что вам в любом случае нужен будет доступ к большим данным или вычислительным мощностям, что не может позволить индивидуальный человек. Хотя, возможно, крупные корпорации, такие как Google или Amazon или Facebook, будут предоставлять какие-то шаблонные простые решения даже бесплатно. На самом деле, такие решения, где не надо знать, как программировать, уже присутствуют сейчас на рынке. Есть компания, которая предлагает шаблонные решения автоматизации бизнеса на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. То есть их покупают, как, например, покупают пакет Microsoft Office или подписку на Adobe. Но в дальнейшем это станет еще доступнее и, возможно, будет доступно и для физических лиц в более широком масштабе. Далее хотелось бы обратить внимание на данную картинку. Она отражает различные сферы, в которых искусственный интеллект уже показывает очень хорошие результаты, а которые ему еще только предстоит покорить. Те области, которые находятся под водой, это где искусственный интеллект уже работает лучше, чем человек. Например, компьютер уже может выиграть человека в шахматы, Go, различных интеллектуальных играх. Инициационные роботы, или как их называют робо-эдвайзеры, тоже зачастую показывают более хорошую доходность, чем финансовые консультанты. Следующая область, выделена зеленым, это то, что скоро также окажется под водой. То есть искусственный интеллект в ближайшее время улучшится и в этом направлении. Это вождение автомобиля, компьютерное зрение, распознавание речи и социальное взаимодействие. Уже сейчас есть много чат-ботов и даже роботов, которые могут общаться с человеком и имитировать его эмоции. И недавно компьютер даже прошел успешно тест Тьюринга, в котором люди, сидевшие за компьютером по другую сторону, подумали, что они общаются с реальным человеком, а не с роботом. В ближайшем будущем технологии синтеза речи, коммуникации только продолжат развиваться, а значит нам будет еще сложнее понять, с кем мы общаемся, с компьютером или человеком. Как вы видите, самыми высокими областями на карте, до которых искусственному интеллекту еще далеко, являются области, требующие творческого подхода. Это написание книг и песен, программирование, кинопроизводство и все, что связано с креативной деятельностью. Но здесь уже тоже есть подвижки. В интернете есть множество материалов, где вы можете найти музыку и стихотворения, написанные компьютером. И хотя в большинстве случаев понятно, что в них порой отсутствует логика или что-то не так, тем не менее творения искусственного интеллекта очень быстро улучшаются с каждым годом. Если говорить в глобальном масштабе, то многие аналитики считают, что мы сейчас переходим в совсем другую эпоху. Если вкратце, то известны 4 важные исторические эпохи, различающиеся по тому, как люди работали. Первая эпоха длилась несколько миллионов лет, и люди в этот период занимались охотой и собирательством. Дальше пришла сельскохозяйственная эпоха, когда люди научились жить на одном месте и заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур. Эта эпоха продлилась несколько тысячелетий. Потом пришла индустриальная эпоха, когда мы научились создавать товары с помощью машин и мануфактур, и она продолжалась несколько столетий. И последняя информационная эпоха продолжалась всего несколько десятилетий. Сейчас мы стоим на пороге новой эры, которую можно назвать дополненной или усиленной эпохой. В эту эру наши человеческие способности расширяются, дополняются или усиляются с помощью компьютерных систем, которые позволяют нам более эффективно думать, роботизированные системы, которые позволяют нам создавать и делать большие вещи, и цифровые нервные системы, которые позволяют нам выходить за пределы наших обычных человеческих чувств. В будущем, если мы захотим что-то создать, нам не надо будет досконально разбираться в этой области. Мы просто обратимся к компьютеру и скажем, например, «Давай создадим дизайн нового гоночного автомобиля». И компьютер сам спроектирует его, учитывая все необходимые данные, протестирует его в своей программе лучшие варианты и просто выдаст уже конечный результат, к которому мы сами бы, возможно, даже не смогли прийти. Мы сможем распознавать эмоции человека. Совсем недавно ученые из Китая с помощью нейронных сетей начали распознавать крики младенцев и понимать, что конкретно он хочет в той или иной момент, когда плачет. Хочет ли он покушать или попить, или что-то болит, или ему надо поменять подгузники.
Кроме того, скорее всего, большинство вещей будут иметь сенсоры и будут подключены либо к какой-либо центральной системе, либо к системе производителя, чтобы передавать информацию об окружающей среде или о том, как потребитель воспринимает этот данный продукт. Например, здания смогут передавать конструкторам или дизайнерам и архитекторам реальную информацию о том, как чувствуют себя люди внутри этого здания и что необходимо изменить в плане эргономики и обустройства внутреннего пространства. Машины, проезжая по дороге, смогут автоматически передавать информацию городским властям о пробоинах в дорожном полотне, чтобы их починили в кратчайшие сроки. Если брать в целом, то наше будущее может оказаться и совсем другим, но хочется верить, что наше будущее благодаря искусственному интеллекту будет более разнообразным, эффективным, будет больше взаимосвязи между людьми и компьютерными системами, и что мы сможем создавать свои собственные миры, которые будут лучше того, что мы имеем, при этом уважая и учитывая интересы других людей и природы вокруг нас. Если у вас есть свое мнение о будущем искусственного интеллекта, пишите в комментариях к лекциям. Спасибо, что прошли этот курс до конца.